Вот такой вот робот-пылесос Nitsvar X500 на канале Технозон. Ребят, поехали. Слушайте, классная такая штука, мы уже ее потестировали, мы поиграли с ней, и она у нас убирала, здесь у нас очень много мусора в контейнере, и мы сегодня покажем и детальную распаковку, и поубираем, и влажную уборку, и сахар он у нас Ковролина будет пытаться убрать. И вы знаете, очень интересная штука, учитывая его цену, вообще. Давайте так, комплектация цены отдельный вопрос, вернее комплектация. К цене мы сразу перейдем, посмотрим, что же нам предложили за его цену. Мусора, конечно, мы тут нанесли с вами. Итак, Nitsvar X500, мощность всасывания 3000 чего? ПА, это Паскали. Я, честно говоря, не очень разбираюсь в вот этих вот терминологиях всасывания пылесосов, поэтому, пожалуйста, ребят, помогите мне, напишите в комментах, что это означает. То есть влажная сухая уборка, поддержка влажной сухой уборки, стоит он 202 бакса, и выбирал я его по принципу наличия в моей стране, в частности в Украине. Из Украины он у меня дошел там за 2 или за 3 дня, и заплатил я за него точно так же, как из Китая, $202. Что они здесь сразу же заявляются о том, что у них там какой-то новый апгрейднутый чип, о том, что у них повышенная точность картографирования, и в своем приложении он действительно составляет карту, плюс у нас расширенный диапазон сканирования до 10 метров, увеличен срок службы робота, не знаю, как они это сделали. Есть у нас гироскоп, навигация, то есть он составляет карту квартиры со временем, после того, как вы его куда-то запарковали, допустим, он у вас лазит и составляет навигационную карту. Плюс у нас есть вот 3 варианта влажной уборки, это медленный, быстрый и очень быстрый. У нас есть бак для воды, кстати, бак для воды 350 миллиграмм хватает на, вот как они заявляются, на 120-150 квадратных метров влажной уборки. Это нормально, то есть если вы идете на работу, он у вас по графику должен убирать, вы заполнили бак с водой и ушли. Теперь. Они заявляются, что он более безопасен, в частности, если он будет заряжаться вместе с водой, то у него отсутствует риск утечки воды при зарядке. Действительно, там неплохо бак сделан, покажем. Гладкие воздуховоды с сопротивлением. Короче, очень много всего они написали. Ссылочка в описании под видео. Но очень классно, что он убирает еще и на ковролине, и фактически на любой поверхности. То есть мы будем тестировать на ковролине нашей студии. У нас есть различные режимы чистки кромок, точечной чистки, режим чистки заданного маршрута, есть ежедневная уборка по расписанию, он автоматически коннектится на зарядную станцию, есть система предупреждений со ступенек, например, видите, как они показали, система предупреждения столкновений, преодоляет препятствия высотой 15 мм, и плюс он совместим с Google колоночкой, вернее с Google Home и Alexa, а это очень круто. Ну и заявляется, что и хватает батареи на 120 минут уборки. Также расширенная гарантия, и по комплектности мы сейчас с вами поговорим. Отставляем ноутбук и давайте так. Я приглашу сюда Аню, нашу админа студии. Дело в том, что она тестировала это все дело со мной. Аня, заходи. Будешь делиться своими впечатлениями как хозяйка, потому что я, честно говоря, допустим, купил бы себе такой пылесос. Всем привет. Да, привет всем. Что из себя представляет пылесос? Достаточно легкая, вот такая вот шайба. У нас есть датчик столкновений спереди, у нас есть какие-то сканеры, есть у нас танк, который мы тоже вам покажем. Вернее, емкость. Как она открывается? Вот. Емкость для сухого мусора, есть у нас емкость для воды, тоже с сухим мусором, вот такая вот, она тоже убирает. Есть у нас док-станция, вот очень богатый комплект. Есть комплект запасных щеток, левая, правая. Есть у нас пульт управления. Мало того, пульт, он, конечно же, хорош. Все нормально, но я не люблю пульты, и меня прельщает, вот почему выбор мой пал на это, а не на какой-то там, допустим, бренд там Xiaomi или что-либо подобное. Вот я как-то, знаете, выбирал, во-первых, по наличию, во-вторых, по функционалу. То есть есть не только пульт, есть приложение и совместимость с Google Home. Расскажи, как он убирает, вот по твоему мнению, ты бы как хозяйка его использовала, вот мне интересно, кстати, еще, знаете, еще фильтр есть вот такой вот запасной. Воздушный. Значит так, ребята, хочу рассказать, мы приехали в новую студию, уборка ковролина, это все-таки не линолеум там и не кафель, да? Да. Вопрос с уборкой у нас стал очень остро, потому что, во-первых, это и время, и все, и вот решили такого помощника себе взять, потому что это реально очень классная вещь.
Мне понравилось то, что он делает и влажную, хоть у нас сейчас там постелится ковролин, но то, что у него есть такая функция, это его плюс. Плюс, когда он делает влажную уборку, то есть оно практически сухо. Допустим, если у вас паркет, либо ламинат, я думаю, что не навредит, потому что остаточная влага там минимальная остается. Там у него такая тряпочка есть на поддоне, да, или как Да, это? на поддоне которую он вот еще она. и протирает. А, ты ее сняла сейчас, да? её Она, кстати, съемная. Я ее постирала, и уже она сушит. Да, слушайте, а вообще есть один такой момент интересный, что я не советую такую штуку покупать владельцам животных. Ну, тут есть такой момент, что если ваше животное где-то чего-то сделало, я думаю, да, не приучено к лотку, то эта штука умеет очень хорошо размазывать. То есть, да, размазывать она умеет неплохо. Ну, дальше Аня продолжит. Мы не стали тестировать такую опцию. Так вот, ребята, как супер админ канала Технозон, я лично рекомендую, потому что для экономии времени, для того, чтобы, допустим, там есть программа классная, допустим, вы уходите на работу, вы поставили на таймер, и вы ушли, и он начинает уборку, когда вас нет. То есть не надо, допустим, ставить ночью, да, когда вы начинаете спать, а он там будет жужжать. То есть вы ушли на работу, и он выезжает и начинает. Ну, конечно же, да, вот есть у нас некоторый минус, это то, что нельзя, чтобы у вас на полу были провода, нельзя, чтобы были какие-то мелкие вещи в виде веревок и тому подобного, потому что он это все начнет наматывать на себя, либо теряться. Есть у нас такие вот выезжающие колесики, которые позволяют переезжать достаточно большие, можно небольшие пороги он может проезжать, может переходить от ковра на пол. Кстати, видите, сыпется с него мусор. Мы только-только его тестировали. То есть это удобно. То есть он может огибать какие-то препятствия, спокойно их преодолевать, вернее. Плюс у него, как у него там есть защита от падения, давай его вообще включим. Вот он в принципе не должен падать со ступенек, да, там, ну давай. А я не знаю, я буду сейчас ловить. Давай. Ну, упадет. Он, кстати, с Wi-Fi. Упадет, не упадет. Вот он за собой сейчас здесь прибирает. Не, он не падает. Он усиленно, он не хочет. Щеточки над свободным краем стола, и он дальше не идет. То есть он, наверное, щеточками пробует. То есть можно не бояться, что он упадет с каких-то ступенек или что-нибудь еще, либо где-нибудь у вас будет перепад, он оттуда тоже упадет. Поэтому вот за это большой, огромный плюс. Сам ходит, хотел сказать, в туалет, нет, сам идет на зарядную станцию, сам заряжается, все достаточно интересно и прикольно. Слушайте, ну мы готовы уже идти распаковывать и показывать вам всю эту эпопею. А можно я скажу? Ребята, а впереди буквально скоро выйдет выпуск, там 14 февраля, 8 марта, и это классный подарок вашей любимой. Она это просто оценит. Вот я вам серьезно говорю, лично я рекомендую, запомните. Ну, я тебе это не подарю, во-первых. Так, а он же в студии будет убирать, спасибо, и на это мне уже меньше делать. Ладно, ребята, ссылочки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, принимаем участие в наших крутых розыгрышах. На момент съемки этого видео это PlayStation 5, даже 2 штучки. Ну, если там уже не будет этого самого PlayStation 5, то, поверьте, есть призы намного круче, есть игровые видеокарты, еще очень много всего мы разыгрываем. Так что, подписавшись, вы это все дело не пропустите. Ну что ж, мы переходим. Ссылка на него есть. Да, ссылка на него есть под видео. Переходим на распаковочку. Поехали. Так. Всем привет! К нам приехал помогатор в нашу студию. Мы перебрались в новую большую студию. Сейчас у нас есть ковролин, поэтому у нас появился помощник. Давайте смотреть, что тут. Слушай, ну он большой, получается, ну, у него есть какая-то хрень сверху. Что это за коробка? Коробка еще какая-то. Ага. Это знаете что еще? Это еще вот емкость для воды. Получается, сам пылесос, емкость для воды. А знаете, что у нас тут еще стоит? Вы видели? На розыгрыш Соньки PlayStation 5. Удобно, что доставили по Украине мне. Есть и доставка по Европе, по России, поэтому очень быстро это все дело произошло. Нам его за сколько? За два дня, да, по-моему, доставили? Да, до 3 дней. Вообще классно.
Ну, открывай, что ты ждешь, на него смотришь. Сверху. Я думаю, что сверху. Так, а кто же тут, кто же тут, кто же тут? Та-дам. Та-дам. Ого, Тяжелый? не знаю. Да, и тяжелый, и Охренеть. плотненько. Инструкция. Угу. Давай, открывай его. Так, теперь, та-да-да-дам, та-да-да-дам. Давай. Готовы? Давай. Та-дам. Па-бам. Картонка. Мимо. Давай еще. Та-дам. Та-дам. Мимо. Опа. Опа. Вот такой вот у нас Слушайте, ну, помощник. честно говоря, так аж приподвис. Дайте глянуть. Давай, доставай. Открывай вот этот вот water-танк, открывай. Да ничего. Так, а что это? Только не Да, кашляй. это емкость. Нет, фильтры там внутри. А вот это вот что за тряпочка? Это тряпочка для сбора шерсти, походу. Или это для мытья. Так. Ну, это тряпочка, по факту. Это Блок для питания. зарядки, я Ну так да. понимаю. Нет, это блок питания для док-станции. Он заряжается для док-станции. Понятно. Пульт. Станция, на которую он подъезжает, да, по ходу становится. Ну, сейчас будем разбираться. Фильтр, по-моему, какое-то Да, да, питание. Ух, Доставай его. И запасные щетки есть? да, смотрите. Хотела сказать, как лопасти у дрона. Да, дроны это у нас доставай. Он большой. Ну, приложи к своей голове. Насколько он большой? Ну, надо же как-то какой-то размер. Итак, внимание, ребята, все теперь измеряем головой админа. Если больше, то это большой. А ну, переворачивай его, давай рассматривать, что у него есть. Так, значит так, у нас есть щетка, это понятно. Сюда крепятся щетки, которые пришли... желтенькая на желтенькую, беленькая на беленькую. Давай, крепи. И есть еще пара запасных щеток. Так, желтенькая, Есть беленькая. беленькая, left и right. Есть. Есть. Как- у нас как есть танк. вот эти вот колесики, как было написано у нас в описалке, что он для преодоления, Через порог, может? ну, до 15 миллиметров он вроде как переезжает, то есть 1,5 сантиметра, небольшой порог. А это получается. получается сюда, да? Это контейнер для пыли. А ну, открывай, вытаскивай. Ну, его. они меняются. По идее, да. Э. Вот этот вот, смотри. Вот, это контейнер для пыли, для сухой уборки. Это, походу, контейнер для вот, наверное, влажной для уборки. влажной, Да. и он, наверное, сразу и пол протирает, Да, да? да, да. Он 350 миллилитров, то есть в отличие от стандартных 110. Думаю, вставляй. О, есть. Все, что ли? Ну, крутяк, слушай. Давай ставим для сухой. У нас здесь везде ковролин сейчас. Как бы у нас тут разбросан мусор еще с новогоднего корпоратива. Сейчас мы еще чуть-чуть намусорим. Вот видно, что сюда вода заливается. Открывай. Вот такой просиликоненный заглушка. Заливается вода. Так. Давайте сухой посмотрим, как фильтры. А ну, открывай его, давай посмотрим, как фильтры. Ага. Очень просто все. Слушай, а фильтр у нас получается, ну, держи. Фильтр у нас съемный. Поняли? Фильтр съемный, этот моющийся фильтр. И здесь у нас такой поролон, у нас есть запасной комплект. То есть его можно, в принципе, менять. Отлично. И там есть еще воздушный. Хорошо. Вставляю обратно. Вот так вот у нас еще воздушный фильтр достается. Смотрите. То есть он просто вот за такую вот эту штучку, видите, хляст сделали специально. Достается фильтр. Так, ладно. Давайте сейчас его замонтируем и будем уже разбираться, как его включать. Так. Ну, да. Так, док-станция. Она тяжелая? Нет, легкая. А ну, положи ее на пол. Чем он коннектится? Покажи мне внизу, где у него есть коннекторы. Ага, вот у нас есть контакты для зарядки. По идее, он жопкой должен заезжать и садиться на штырьки. Твою мать. Хорошо. Загорелась, индикатор появился. Индикатор загорелся. Давай попробуй его включить, может он заряжен хоть как-то.
Так, демонтирую эти штуки. У него сбоку вот есть кнопочка. Вот. Welcome to use sweeping robot. Оба, слышали? Он даже заговорил. И что теперь? Нажми на кнопочку. Smart cleaning mode. О, он пошел там что-то убирать сам. Слушайте, ну у нас здесь раскидан мусор, конечно. Ты куда? Ты куда? Я тебя боюсь. Я тебя боюсь. Слушайте, ну он собирает мусор, там что-то натыкается. Да, он с хлопушек что-то там собирает. Сейчас посмотрим, насколько качественно он это делает. Ну, походу, он находит препятствия, там сам их что-то объезжает, ставит. Слушайте, ну смотрите, сколько... он реально убирает мусор. Я могу ему натрусить. Давай натруси ему что-нибудь. Сейчас посмотрим, что он у нас там соберет. Вставляй пока в пульт батарейки. Мы еще должны приложение посмотреть, что он там с приложением делает. И пошел что-то собирать. Есть у нас еще какой-то мелкодисперсный мусор такой? Сахар. 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 Давай немножко сахара ему просыпем. Recharging mode. Так. Написано Recharging Mode. Он, короче, сказал, что он пошел заряжаться. Мне интересно, что он найдет док-станцию или как? Вот я нажал домик, Recharging Mode, он пошел куда-то. Куда ты пошел заряжаться? Не-не-не-не-не-не-не-не. Док-станция там. Как ты определишь, что там док-станция? Дружок. Он отлично ползает по ковролину. Вот серьезно он говорил. То есть... Как он определил, что там док-станция? Он ее ищет камерой, что ли? У него камера есть. Ребята, он никогда не видел док-станцию. Он сам поехал на док-станцию. Упрись в нее. Ее возле стены надо ставить. Давай, заезжай. Опа. И он заряжается сам. Charging start. Класс, слушайте, ну вообще, я ему даже не показывал, где док-станция, он с нее не стартовал, ничего. То есть отлично. Теперь, пускай немножко заряжается, мы сейчас подготовим еще немножко мусора и будем уже дальше тестировать и с влажной уборкой, а еще сейчас будем разбираться с приложением. Слушайте, ну короче, есть у нас вот такой вот пульт. Есть какие-то кнопки, мы сейчас попробуем, конечно, их. В принципе, есть приложение. Вот приложение мне интересно больше. Сама по себе инструкция на английском языке. Здесь, хотя здесь и написано, что с ним делать, я думаю, что с приложением будет интереснее работать. Попробуем. О, Webback. Есть даже в маркете. Так, происходит уже установка. Открыть. Слушайте, ну в таком формате снимаем, сейчас будем пробовать. Ну, как бы не совсем такой формат нашего канала. Он сейчас заряжается. Мне интересно, что здесь может нам показать наше приложение. Выбираем страну, посмотрим, какие страны поддерживает. Сейчас попробуем. Украина есть. Email. Слушайте, ну давайте нажмем «Добавить устройство», «Разрешить местоположение», QR-код. Так, смотрите, сколько он мусора. Смотрите, сколько... Блин, он тяжелый, твою мать. Смотрите, сколько мусора он насобирал. Давайте QR-код сканируем. Добавляем. Он поддерживает только 2.4. Работает он через Wi-Fi 2,4 ГГц. Так, и вводим пароль ему. Эх, эра умного, интернета вещей, да, настала. Интересно. Теперь, что мы делаем? Перезапустите робот, нажмите и удерживайте в течение 3-5 секунд, услышите звуковой сигнал и мигает индикатор Wi-Fi. Давай, перезапускай, снимай, как ты это делаешь. Давай, нажимай его и держи 3-5 секунд. Как дверной звонок. Тихо, что он сказал? Что он сказал? Мигает индикатор Wi-Fi? Где у него индикатор Wi-Fi? Мигает, все, мигает. Нажимаем «Выполнено», все. Мигает или что он делает? Мигает. Все, короче, давайте. Нажимаем «Далее». Разместите устройство ближе друг к другу. Куда уже ближе? Сейчас посмотрим, что у нас получится. Устройство обнаруживается. Выберите устройство Wi-Fi «Робот». Вот это интересно. Давайте сейчас робот попробуем выбрать. Где тут робот? Робот, ты где? Робот. Ага, вот есть робот. Чуть замысловатый какой-то мастер настройки, честно говоря. Ну, само собой, нет подключения к интернету. Устройство обнаруживается опять.
Ждем регистрации устройства в Smart Cloud. Ну, его где-то в облаке еще регистрируют. Я в шоке вообще какой-то. Ну, фактически я буду из дому им управлять. Не из дому, загранпаспорт паспорт прививок, как домашнее животное. Да? О, соединение установлено. Connection, Connect True. Есть. Робот, зарядка. Не в сети, может не работать. Это что значит не в сети? Ты же его нашел. Давайте нажмем. Все, робот ожидания, робот зарядка. Он заработал, по идее. А вот теперь интересно. Площадь уборки. Мы можем задать мощность. Давайте нормальный, мощный, тихий. Да? Мы можем нажать на базу. В разделе еще у нас есть локальная уборка, автоматическая и вдоль стен. Есть еще и ручное управление. Поняли, можно еще управлять. Слушайте. А давайте стартанем. Снимай его. Давай. Давай, ручное управление. Тихо, тихо, тихо. Вау. Есть ручное управление. Тихо, 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 тихо. Вы поняли? Вообще огонь. Слушайте, как на пульт, как дроном управляю. Дрона мало, ты решил еще одного, да? Да, вообще так, разворачивайся. Еще разворачивайся. Еще. Давай, сейчас вперед поехали. Давай. Вау, огонь. Стоять. Поехали. Слушайте, тут в настройках еще есть, знаете что, можно включать, выключать голосовое помещение, можно убирать по расписанию, то есть мы можем добавить, допустим, на 23:59, чтобы ночью всем хорошо спалось, мы выбрали, и ежедневно он будет убирать в 23:59. Нажимаем сохранить. Ой, зря это, конечно. Зря, не, надо выключить. То есть мы можем добавлять с вами расписание уборки, можем поделиться устройством. Ну, это как-то совсем жестко, да? Это для управления. Так, проверить обновление можем. Установлено новейшее ПО. Слушайте, ну вот управление Google, видите, здесь даже инструкция есть, как управлять своими устройствами через Google Home. То есть, если у вас есть Google Home устройство, то вы добавьте свое устройство в WebEx и убедитесь, что оно отображается на домашней странице WebEx. Назовите ваше устройство, используйте приложение Google Home для настройки информации о динамике Google Home, добавить Google Control Action, управление устройством. И смотрите, например, вы сможете потом говорить: окей, Google, включите там робот, допустим, мы назовем робот. И все. Окей, Google, зарядите. Окей, Google, установите там на красный, установите на 20. То есть он поддерживает и Алексу, и Google Home. Google Home, конечно, для меня ближе. Все, мы сейчас будем его тестировать немножко в других условиях. Поехали. А ну давай сюда посмотрим. Что ты наделала? Короче, ребята, тут такая штука, вот. Да. Вот он сюда насобирал, а я его перевернула. Ну, ничего страшного, Прости, мой хороший, ты старался, а я свинячила. Так. Так, сюда надо воду заливать. Угу. Ну, вода у нас там. Ну, пошли тогда заливать. Бери его, пошли в другую студию. Ага, видели? У нас здесь под ремонтом еще, это мой кабинет будет здесь. Вот здесь у нас уже идет ремонт на текущий момент. Поэтому уборки здесь будет много. Видите, у нас уже основа под покраску сюда загоняется. Сюда надо 350 миллиграмм воды. Так, наливай. Так, налили сюда. Сколько влили? 250, да? Вставляем. Влажная уборочка, она у нас должна быть. У нас появилась кнопка «Зачистка». Нажимаем ее. Вот есть умеренный, быстро или очень быстро. Давайте умеренный выберем и нажмем «Старт». И посмотрим, что он у нас будет делать. О, он пошел мочить пол. Сейчас посмотрим, что у нас получится. То есть влажная уборка. Даже сейчас влажно убираешь тут. Ну, слушайте, тут какая система? Он после себя еще и не сильно мокрый пол оставляет. Тут, по сути, он протирает дальше тряпочкой. У него там тряпочка, да? То есть он сразу пытается вытереть это все насухо, и это достаточно чисто получается. Слушайте, ну, молодец, справляется. При этом он, знаете, как идет по спиральке, огибает все препятствия. Я так понимаю, он еще и составляет карту своих передвижений. То есть он собирает и сухой мусор сейчас, и влажный. У него там есть контейнер, в этом влажном контейнере и для воды, и для сухого мусора. У нас получается, воду он расходует на протирочку. Прикольно, он определяет, слушайте, он действительно нарисует карту. Пускай собирает, сейчас посмотрим, что получится. А вот он, кстати, до сухого добирается мусора, уберет, то уберет, куда он денется. Вот еще у нас здесь сухой мусор, давай.
Да, все ест. Слушай, тащи сахар, тащи сахар. Да, рассыпай вот здесь вот где-то. Давай, рассыпай. Дороги, Аня, дороги строят. О, размотылял, сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну давай, кто сильнее, суперадмин или ты? Да. Кого оставят на работе? Да, кого оставят на работе? Слушайте, ну он убрал полностью сахар, нашел какие-то пакеты, сейчас шнурок чей-то. Да, вот смотрите, шнурки, это враг этого действия. Слушайте, он достаточно качественно убирает. Вот он, сколько у нас прошло минут уборки, за 2 минуты он убрал фактически четверть комнаты. При этом он огибает препятствия. Вот здесь открытая дверь. Мне интересно, что он сделает. Он столкнулся. Слушайте, а вот эту штуку он заметет? Опа! Поняли? Классяк. Ну вот, видите, стаканчик встретил, но так не должно быть. Мне, конечно, интересно провести тест с какашками животных, но не очень хочется это делать. Вот если честно. Слушайте, он действительно, он строит для себя карту местности. Вот он сейчас убрал 7,8 квадратных метров за 3 минуты. Это влажная уборочка, он просто собирает сухой мусор и протирает. Видели там, как он там начал выелозивать? Баклажки начал двигать. Иди, мой хороший, иди, я тебя отнесу, иди сюда. Так, все, давай забираем, идем, уже будем делать какие-то выводы. Да подожди, пауза. Так, я его остановил? Да, я его остановил. Далеко он от базы. Давай пусть тут, подожди, надо сменить воду на это, Да, и пусть нам тут нужно сейчас убирает. посмотреть, насколько сухой фильтр, ну вернее мокрый фильтр у нас, чего там с ним произошло. Ну на коврах, понятное дело, мы не будем. Да, доставай. Там еще вода, кстати, есть. Доставай, только не переверни. Смотри, сколько сухого мусора он там собрал. Очень много, давай пусть Подожди, да, вставляй, пускай здесь доубирает, станет на базу. Да, пускай здесь поубирает. Ой-ой-ой, какой он грязненький, он там натыкался об стены, об грязные. Сейчас мы его протрем, будем делать уже выводы. Слушай, собирает мусор, молодец. Молодец. Ну, что ты в мою сторону едешь? Так, возвращаем его на базу. И будем делать уже выводы. Сейчас протрем его, будем делать выводы. Вот сейчас посмотрим, как он здесь на базу вернется. Оп. Есть? Да, все, пошел, короче, заряжаться. Ну и в качестве резюме скажу вам, что за $202, я считаю, прикупил неплохой пылесос. Если вы знаете нечто интересное, пишите, будем тестировать, будем покупать. Я себе еще в дом хочу пылесос, я хочу еще там во вторую студию пылесос, поэтому будем обращать внимание на бренды. Если вы, конечно же, знаете действительно неплохие варианты, мы обязательно действительно будем это рассматривать. Ребят, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл и вот такой вот пылесос на канале Технозон. Пока.